Однажды Азгуру написал в интернете злобный комментарий какой-то человек, скорее всего, с неприятным лицом. А Азгуру не привыкать, он ведь блогер. Но его новоиспеченный хейтер не унимался и не унимался, продолжал писать и продолжал. Тогда Азгур решил подать на него в суд. И дальше такое началось. Просто хейтер не знал, что незнание местных законов не освобождает его от ответственности. Добро пожаловать в Аланью. Это жизнь других. Аланья – единственный город на Земле с двойником на Марсе. Да, вам не послышалось. Именно такой слоган стали продвигать местные энтузиасты, когда заметили место на Марсе, похожее на Аланью, и назвали его Аланья-кратер. Но наш выпуск не про марсиан, а про людей с креативным чувством юмора и пылким нравом. Как говорят местные, турок никогда не злится, он просто громко объясняет, почему он прав. Я так тоже умею. Так что, дорогие жители Аланьи, держитесь, я иду к вам. Что вам сказать про Аланью? Когда-то тут останавливали свои корабли-пираты, но среди местных ни одного такого сегодня я не заметила. Что интересно, город маленький, но считается большим курортом. Такой каламбур из-за самой длинной береговой линии. Туристы оккупируют ее с апреля по октябрь включительно. Интересно, как тут местные с этим справляются? Но если бы я родилась здесь, то хотела бы, как Тургай Арханлы, быть Капыджи. И не подумайте, что это какой-то термин из физики. А кто это, расскажу позже. А может, обзавелась бы булавами, как Синан Кангатан, и вместо пилатеса занималась пахлавани, анатолийской борьбой. Ну а если со спортом не сложится, будет украшение интерьера. Хотя я, наверное, как Бахар Акджан Гюргюз, стала косметологом, чтобы сделать мужу эпиляцию всего тела. Не удивляйтесь, все потом объясню. Первое впечатление о городе – все очень тихо и спокойно. Тихо, спокойно, ощущение, что абсолютно безопасно. Интересно, это мне кажется или правда тут абсолютно безопасно? Сейчас узнаем. Все годы, что мы тут прожили, тут очень безопасно. Моя жена может гулять сама, правда, без меня она никуда не ходит. У нас очень безопасный город. Я, как женщина, могу ночью выйти одна на улицу гулять, и мне не страшно. Безопасный город. Убийств почти нет, а кражи минимальные. Если сравнивать с другими городами, с Стамбулом, например, то у нас Аланья очень спокойная. Но это не может не радовать. Еще бы не так жарко, то было бы совсем идеально. Туристы обожают приезжать в Аланью летом, когда солнце, тепло, море, плаваешь, загораешь, ну красота. А вот у местных немножечко другое отношение к погоде здесь. Минусы летом есть. Очень жарко, много людей и негде искупаться. Практически все пляжи платные даже для местных. В общем, плюсов летом нет. Минусы зимы – холодное помещение и нет отопления. А все остальное зимой супер. Зимой очень дождливо и штормы. Мы не любим дожди. Средняя температура от 12 до 15 градусов. И для турков это прям холодно. Но зато зимой много кто уезжает, и Аланья становится более спокойной. Поэтому зиму мы любим больше, чем лето. Вот так живут в почти вечном лете и его не любят. Кстати, я тут узнала, что на отдых турки тоже не на местный пляж ходят.
Вы знаете, где можно встретить по воскресеньям всех местных жителей? На реке Димчай. Вот такое место. Съезжаются все жители со своими огромными семьями для того, чтобы позавтракать. Тут и развлечения, и водопады, и утки, и гуси. И самое главное, шикарный турецкий завтрак. А там, где вкусный завтрак, там что? Правильно, и я. То есть я приехала, конечно, мои операторы, моя семья, поэтому будем сейчас мы тоже завтракать. Ура! У нас всегда полная посадка, 600 человек. И все забито. Мы славимся нашими турецкими завтраками. Все продукты натуральные. Приезжают с семьями, заказывают и сидят до самого вечера. Итак, дорогие мои друзья, не завидуйте, потому что, скорее всего, вы тоже сейчас завтракаете. Или что-то у вас есть перекусить. Вот это турецкий завтрак. Завтрак. Тут есть все, и сладкое, и соленое, и овощи, и фрукты, и картошка фри, и жареное мясо, и я не понимаю, что-то тоже такое тушеное. Тут и яйца. Все, там я даже еще и не видела, что там. И вот так приходят сюда на завтрак местные жители. Но секрет популярности не только в завтраке. Просто под рестораном проходит горная река, и она работает вместо кондиционера. Так что пока в городе все с ума сходят от жары, тут прохладно и комфортно. У нас все вокруг воды построено. На первом уровне бассейн, выше аквагорки. И это все бесплатно. Только за еду платишь и купайся сколько хочешь. Ой, красота. Завтрак на человека стоит 1000 лир. Это немало. Местные сюда любят приезжать, потому что тут не только завтрак, но тут какие угодно развлечения. То есть ты можешь отдыхать тут целый день с детьми, с мужем. Хотя, конечно, я не понимаю, как можно отдыхать с детьми и с мужем. Шутка, шутка. Говорят, местные вообще не выкидывают хлеб. Никогда. Интересно, куда они его девают? И при этом считается, что есть нужно только свежий хлеб. Какая-то тут нестыковка. Это правда. Хлеб едят только свежим. Но мы можем есть и на второй, и на третий день. Моя жена очень хозяйственная. Она делает из него гренки. Вчерашний хлеб используем в другие блюда. Есть еще одна традиция – вывешивать хлеб в пакете на забор. Ходят люди, собирают для своих животных коров и гусей. Так что если увидите в Турции хлеб на заборе, то не думайте, что он потерялся. Это он новых хозяев ждет. Я хлеб выкидываю. Мы новое поколение турков. Некоторые традиции чтим, но некоторые изжили себя. Если вы уже успели подумать, что какие-то эти турки странные, жару не любят, на пляж не ходят, то не спешите с выводами. Не все от жары страдают, некоторые наслаждаются и пересчитывают прибыль. К этим счастливым людям я и отправилась. Ну скажите, что я не в раю, а? Вернее, вы-то не понимаете, а я в раю. Я на плантации, где вот это все добро, все прямо тут и выращивают. Представляете, это вот мой любимый драгонфрут, мой любимый авокадо. И любой человек, по сути, сюда может приехать и приобрести это все гораздо дешевле, чем на рынке или в маркете. Вкусно и прибыльно, потому местные через одного держат тут хоть небольшую, но плантацию. Например, самых популярных авокадо и бананов. Я и мой брат летом зарабатываем на туристах. А зимой не работаем. У нас есть земельные участки, плантация авокадо. Мы выращиваем и продаем. Так как в Алании более 300 дней в году солнце, это очень удобно. Раньше выращивали только бананы, а теперь у нас и авокадо, и папайя, и манго, и ананас, и драгонфрут даже. Человек стоит с палкой, и папайя стоит. То есть, если логически подумать, то мы ее можем сорвать, правильно? Да, так сейчас и сделаем.
Ой! А как вы понимаете, что оно дозрело, его пора срывать? А у меня уже глаз наметан. Дайте я попробую тоже, пожалуйста. Конечно. Держи. Вот эту гнилую, она гнилая. Да, она только с виду гнилая. Ты что, давай, цепляй. Так, значит, палку засовываем в папайю. Давай, сильнее, сильнее тяни, не бойся. Упало дерево! Упало дерево папайное. Так, забирайте. Господи, хочешь папайю? Почему нет? Ты не любишь папайю? Ой, моему оператору давайте. Надо есть, это витамины. Это вы ходите с этой палкой и так все срываете плоды? Да, вот так хожу все время и срываю этой палкой. И сколько в день вы так срываете? Ну, штук 50 в день, наверное. Сильный мужчина. А ты говоришь, ты с камерой устаешь. Вот, 50 папай надо сорвать в день. И вот так вручную собираются все фрукты. А тут 75 тысяч квадратных метров. Пока все соберешь, уже и на бананы и авокадо смотреть, наверное, не сможешь. У нас на постоянной основе работает 15 человек. А когда урожай, нанимаем сезонных работников, до 30 человек для сбора. Сложнее всего с авокадо. Его надо собирать специальным инструментом, чтобы не повредить плоды. А за папайей надо как-то ухаживать, особенно поливать ее, там удобрять, не знаю, там что-то шептать ей? Конечно, и поливаем, и удобряем, чтобы выросло красивое. Но оно какое-то не очень красивое папайное дерево, хочу сказать. Да это просто град прошел, вот плоды и пострадали. Это очень неприятно. Несмотря на наш климат, некоторые фрукты все же приходится растить в теплице, чтобы им точно ничего не помешало дать урожай. Ни ветер, ни дождь. Но что еще хорошо прижилось в Алании, это нетрадиционные методы лечения. Те, кто курит, слушайте внимательно. Нет, вы не подумайте, не собираюсь морали читать. Просто я в Алании нашла особый способ лечения проблем с легкими. И способ этот пещерный в прямом смысле слова. Вы знаете, туристы, чтобы зайти в эту пещеру, платят 150 лир, а местных сюда направляет врач. Пещера Дамлаташ находится прямо на берегу Средиземного моря. Там очень много важных элементов в воздухе, таких как йод, а он полезен при заболеваниях дыхательных путей. Правда, и тут не все так просто. Самолечением заниматься нельзя даже в случае с пещерой. Все серьезно. Прежде чем отправлять в пещеру пациентов, мы проводим обследование и решаем, какой климат им подходит. И если нужен влажный, то отправляем их в пещеру Дамлаташ, так как там влажность повышенная. Ой, дышать нечем. Если же пациенту нужен сухой воздух, то тогда пещера Димчай. В ней снижен процент влажности. Вот так две пещеры-конкурентки, прямо четкое разделение. Одним направо, другим налево. И для любой проблемы в Алании есть пещера. Некоторые люди думают, что они придут сюда, подышат, все, побудут тут и будут здоровы. Ну, это не совсем так. Помните, что наши лечебные пещеры – это лишь помощь к основному лечению, а не самолечение. Готовы отправиться в путешествие мечты? Питерский туроператор «Сам себе тур» уже 15 лет организовывает уникальные туры под ключ с идеальным балансом познавательного, активного и пляжного отдыха. Исследуйте самые потрясающие уголки планеты с комфортом и по доступной цене. Более 70 стран на 5 континентах ждут вас. Путешествуйте «Сам себе тур», обретайте новых друзей и новые впечатления. Пришла в школу. Школа частная, красивая. Видите, дети счастливые. Но, говорят, правила тут очень жесткие. Сейчас пойду все и узнаю. Ой, ну мне все нравится. Пальмы есть. Красота. Где вход? Вход где? Вход куда? Вот.
я на уроке экологии во 2 классе. В общем, дети тут изучают сельскохозяйственную продукцию, как выращивать, как кормить. И тут прямо, посмотрите, тут прямо есть эти цыплята, которые вылупливаются из яиц, которые тут прям высиживают куры, представляете? И каждый ребенок подписывает себе свое яйцо и за ним ухаживает, представляете, прямо в школе. Да говорит: привет, Павлуша, о, Валерочка, и ты здесь, привет, привет. И у них лампочка горит, цивилизация. Оказалось, что я пришла в школу, где главное направление – забота о природе и окружающем мире. У нас школа так и называется «Школа природы». Поэтому мы с ясельной группой до окончания школы проводим занятия таким образом, чтобы ребенок понял, как жить в мире с природой. Проводим уроки с курами, яйцами, выращиваем мох, делаем соленья, варенье. Так, это ваш... что это такое? Это лаборатория? Что вы тут делаете? На уроках биологии мы тут проводим эксперименты. Там что-то включают, может вода бежать, и даже электричество подключается. Я прошу прощения, сломала что-то вам тут. Это ты держишь макет сердца. Его можно открыть и посмотреть, как сердце внутри выглядит. Когда я изучала биологию, я сидела за партой, передо мной была книга, я ее листала, читала и запоминала. Понимаешь? У меня не было никаких экспериментов. Ну, а чему я удивляюсь? Я же в платной школе. За обучение в год родители должны заплатить где-то $10 000. Так что тут должна быть такая программа обучения, что ребенок только порог переступил, и уже умный. Мы уделяем внимание разным факультативным занятиям, даем больше обучения на английском языке, подготавливаем учеников для поступления в вузы. Мы стараемся раскрыть потенциал каждого. Если вы думаете, что я уже приехала на какую-то ферму, то вы глубоко ошибаетесь, потому что я еще до сих пор нахожусь в школе. Тут есть и утки, и гуси, и лебеди, и куры, и петухи, и какой-то злой гном с вытянутыми руками, и огород. И все это дети изучают. В 1 класс дети идут в 6 лет и выпускаются в 18. Раньше никак. Ты во сколько в школу приходишь? Уроки начинаются в 9, а я прихожу в 8:45. Какая прелесть! Бой, ты высыпаешься как нормальный человек, да? И скажи мне, и до скольки ты в школе? До 16:40. Уроки обычно в 16:15 заканчиваются, но я жду сервис, чтобы уехать домой. Уроки по 40 минут, перемены 10. Есть большой часовой перерыв на обед, прямо как на работе в офисе. После автобус развозит детей по домам. Какая хорошая школа, я тебе хочу сказать. Ну вот и святая святых. Для меня главное это столовая. И вот такая огромная, просторная столовая, которая одновременно вмещает 300 детей, могут тут вот обедать, представляете? Но самое главное не это. Самое главное, что дети обедают с видом на море, на горы. Понимаешь, как тут может разыграться аппетит, а? Идем посмотрим, чем их кормят. Пока дети на уроках, обед уже готов. Сегодня у них суп, макароны с сыром и зеленью, и кабачки с овощами, и пудинг. Самое главное, что меню меняется каждый день. Если он сегодня съел уже вот этот суп, завтра уже его не будет. А еще я узнала, что тут просто так опоздать на урок нельзя. И вот это вот постучаться и попросить прощения тут вообще не работает. Если ученик опаздывает, он идет к завучу. Тот уточняет причину опоздания. Если уважительное, то завуч дает расписку, и только с этой бумагой приходить на урок. Если расписки нет, ученика не пускают. А вам краситься можно в школе? Вообще нельзя, но если слегка, незаметно, то можно. Причем для преподавателей тоже есть свои правила.
Для мужчин-учителей есть правило приходить выбритыми, без бороды, без щетины. А вот к внешнему виду женщин каких-то специфических требований нет. Министерство образования обязует всех учителей носить белые халаты в любой школе, государственной и частной. Да что же это такое? Не школа, а какая-то очень строгая школа. Куда ни глянь, везде правила и ограничения. А как же детство? Я решила узнать больше про воспитание детей у своих новых знакомых. Семьи Тургая Арханлы. Он работает капыджи. И нет, это не ругательство. Сейчас я пришла в дорогой район, пришла в комплекс жилой, где есть бассейны, есть прачечная, магазины, детская площадка, в общем, все что угодно. Квартиры тут стоят бешеные деньги. Но я иду в гости к людям, которые живут тут бесплатно. Спрашиваете, как? Сейчас узнаю. Мераба. Здравствуйте, добро пожаловать. Ой, здрасте, очень приятно. Мераба. Здравствуйте. Так, Мераба. Здравствуйте. Мераба. Здравствуйте. Мераба. Здравствуйте. Мераба. Здравствуйте. Мераба. Здравствуйте. Мераба. Проходи на кухню, будь как дома. То есть такой просторный дом у вас, да? Вы давно живете тут? Уже почти 2 года живем. То есть вы устроились сюда на работу, я правильно понимаю? Да? Вам дали вот это вот бесплатное жилье. Да? А что вы делаете? В чем заключается ваша работа? Я работаю КПДЖ. Это здесь и садовник, и уборщик, и за бассейном слежу. Помогаю решить любые мелкие проблемы жителей. Встречаю гостей, помогаю им сориентироваться. Также я начальник над другими работниками, кто здесь трудится. То есть, если у кого-то в доме сломается посудомоечная машинка, он не будет звонить в сервис, он позовет вас? Ну, я сначала делаю то, что в моих силах, но если не могу помочь, тогда они звонят в сервис, да. И вам предоставили вот... скажите, что это шикарные условия для жизни у вас. Да, шикарные. Жилой комплекс тут вообще не из дешевых, я вам скажу. Аренда тут от 900 до 1000 евро в месяц. А квадратный метр при покупке стоит от 2 до 3 тысяч евро. То есть, подождите, вы вообще ни за что тут не платите? Да, в общем, идеальная работа. Хочешь, можешь днями ванную принимать. А что, коммунальные платить не нужно. Хочешь, в бассейне плавай. А какие проблемы? Может, надо проверку качества его работы провести? Каждый день желательно. Еще и подчиненные есть, на кого можно часть забот переложить. Со мной работает 7 человек. Есть начальник управляющей компании, который нанимает их, а я уже потом контролирую их работу. А если, не дай бог, вы останетесь, уволят вас, или вам самому надоест и уйдете с этой работы, что делать дальше? Куда вы пойдете? Из-за того, что я многопрофильный специалист, я без работы никогда не останусь. Просто буду опять искать работу, чтобы дали квартиру. Но в крайнем случае арендую. Что уж поделать. Мечтаете о квартире в Турции? А Международное агентство недвижимости DDA Real Estate и его директор Сергей Дубинец предлагают апартаменты в комплексах, похожих на 5-звездочные отели, рядом с морем. Тут есть бассейны, спа, кинотеатр, спортзал. ЖК сдаются уже готовыми. Просто заезжай и наслаждайся комфортом и премиальной отделкой. Стоит квартира от 160 тысяч долларов. Есть беспроцентная рассрочка на год и больше. Приобретайте недвижимость с надежной компанией. Все контакты под видео. Цены на аренду вы помните, а зарплата КПДЖ, чисто по секрету скажу вам, 1000 евро. Да, он еще и зарплату получает. Но на такую квартиру в аренду точно не хватит. А эта квартира вам сразу дали с мебелью, или вы это все уже делали ремонт сами? Мебель наша, а все остальное, шкафы в ванной и на кухне уже были. Кстати, чтобы сдавать в аренду квартиру, даже собственную, надо получить множество разрешений. Если квартира находится в собственности, то можно сдавать ее в аренду, но в долгосрочную. А чтобы посуточно сдавать, то в соответствии с законодательством нужно получить определенные разрешения и в обязательном порядке запросить разрешение у всех соседей. И только потом нужно обратиться в Ассоциацию туризма, чтобы они дали официальную бумагу. Вот
Вот так купили вы квартиру, чтобы сдавать в аренду и зарабатывать. А какая-то соседка этажом выше не дает добро на сдачу. И все. Хочешь, не хочешь, или договаривайся с ней, или не сдавай. Но мне же было интересно, как воспитывают детей тут в Алании. Дочь мы стараемся растить в рамках дисциплины, но даем возможность прожить свое детство, чтобы она чувствовала свободу, но в рамках дозволенного. Если дочь говорит, что не будет есть или учиться, то мы ей подробно рассказываем. Не будешь учиться, никто из тебя не вырастет. А если не хочешь есть, можешь встать из-за стола, но до следующего приема пищи ничего не проси. В общем, все как во всем мире. А еще мне рассказали про интересный способ, как определить, куда пойдет учиться ребенок. Конечно, есть в школах специальные тесты, и я про них уже узнавала. Эти тесты помогают определить направленность, в какие вузы поступать. Я проходила такой тест. У меня получилась инженерия и медицина, и, скорее всего, стану инженером. Но ничего этого не сработает, если родители закопали твою пуповину под другим учебным заведением. Хочешь, не хочешь, будешь балериной или актриса. В мире есть много разных традиций. Нравятся они, не нравятся, но в Турции есть одна традиция, которая, честно говоря, меня впечатлила. Думаю, сейчас и вы тоже будете впечатлены. Есть такая традиция. Надо закопать пуповину под учебным заведением, куда хотите, чтобы ребенок пошел учиться. Пуповину своей дочери я еще никуда не закопала, лежит засушенная в сундучке. Еще не решила просто. Дочке 15 лет. А вы говорите, родители и тут уже все за своих детей решили. Правда, не все в эту традицию верят. Мы не закапывали, и наши ближайшие знакомые тоже. Ну, для начала, конечно, нужно родить, а потом уже думать, что делать с пуповиной или не делать. Так как мы объездили практически все роддома в мире, то я могу сказать, что вариантов для того, чтобы женщина родила, огромное количество. И в воде, и под водой, и на воде, и на стенах, и на потолке, и на шарах, и на мечах. В общем, где угодно женщина может родить. Но здесь, в Алании, все почему-то рожают по старинке. Так как в клинике нет условий, чтобы продвигать нестандартные виды родов, то, соответственно, у нас только естественные и кесарево. Я приехала в частную клинику, чтобы узнать, как рожают турчанки в Алании. Но все тут достаточно понятно. Мы находимся в стандартной палате. После родов женщина попадает сюда. Вот эта палата на 4 человека. Видите, вот тут одна подруга лежит, тут вторая. Если подружка надоела и хочется уединения, делаешь вот так, и все, и ты одиночка. У нас рожают по страховке. Есть очень много вариантов страхования. Но бесплатно родить нельзя. В любом случае будут какие-то оплаты. Если роды прошли прекрасно, все хорошо, 24 часа ты должна все равно находиться здесь. И с тобой 24 часа может находиться какой-то родственник, которому бесплатно предоставляют еду и напитки на любой выбор. Ну, чай, кофе, вода, сами понимаете. И что, как говорится, так бы я рожала и рожала. Ну, за кофе. Прежде чем привести роженицу в палату, ее украшают в соответствующие цвета, в зависимости от того, кто родился. Приходят с цветами, но цветы в комнату не заносят, так как они не стерильные. И, конечно же, после родов есть много необычных традиций. 40 дней никому не показывать, никуда не выходить с ребенком. Когда ребенку исполняется 40 дней, приходят гости, дарят золотые монетки, и малыша купают в воде с этими монетками, чтобы счастье и удачу привлекать. Но это, конечно, не все уже так делают. Кстати, что я узнала, знакомиться тут тоже по старинке. Познакомиться с приятной девушкой или с интересным парнем – это очень серьезная задача и сложная на сегодняшний день, правильно? И где знакомятся современные люди? Очень часто онлайн, скажете вы. А я вам скажу, да, скорее всего, наверное, именно там они знакомятся, но
не в Алании. А где они знакомятся? Сейчас я как раз иду в бар, чтобы это выяснить. Скажи мне, это правда, что у вас принято знакомиться с парнями именно вот вживую, не через интернет? Чаще мы любим общаться вживую, но турки и соцсети используют, и тоже там нам пишут. Я знакомлюсь, как и все. Вижу красивую девушку, могу к ней спокойно подойти и завести разговор. «Привет, как дела?» А дальше, как мужчина, я бы хотел ее чем-то угостить, и чаще всего так и делаю. Правда, что вы в первую очередь смотрите на то, обеспеченный он, богатый он? Конечно, мы смотрим на материальную составляющую, потому что это является одним из важных факторов. Но помимо этого мы обращаем внимание на то, какой человек, какие у него человеческие качества, но важно, сможет ли он обеспечить нашу будущую семью. Если вы думаете, что все завязано на любви, то я так не думаю. Потому что женщина в первую очередь смотрит на твою должность и кем ты являешься в этом материальном мире. Потом уже, исходя из этого, тебя продолжают оценивать. А как вот парень подходит к тебе, как ты сразу определяешь, обеспеченный он или нет? Состоятельных мужчин видно сразу. Он ухоженный, красиво одет, всегда чувствуется очень грамотная и поставленная речь. Это главные маркеры. Так что, мужчины, записывайтесь на курсы ораторского искусства и стиля. Но для парней оказалось не это главное. Побывала я тут в салоне красоты, и такое мне рассказали. Наращивание волос в Турции у мужчин очень популярная процедура, и все об этом знают. Но мало кто знает, что эпиляция волос у мужчин, возможно, даже более популярнее здесь, чем наращивание. Обалдеть! Идем посмотрим. Есть мужчины, которые могут просто постричься и выйти из салона. Но я, как человек, который следит за своей внешностью, занимаюсь ею от А до Я. Слежу за правильной постановкой бороды, волосами в ушах, бровями. И только после того, как меня всего снизу доверху отполируют, я выхожу из салона. И я вас уверяю, 80% мужчин так и делают. А чем вы тут занимаетесь? Вот наношу солнцезащитный крем после процедуры. А, я поняла. Слушай, ну и часто к вам мужчины приходят? Очень часто на самом деле. Соотношение 50 на 50 мужчин и женщин. Да вы что, серьезно? На самом деле в вопросах ухода уже нет разницы между мужчиной и женщиной. Процедуры делают одинаковые. Какие любимые процедуры, ну вот кроме нанесения крема на лицо? Мужчины вообще очень внимательны к своему лицу. Любят маникюр, педикюр и лазерные эпиляции. К чему? К эпиляциям? А в каком месте они делают себе эпиляцию? Все тело делают. И, боже, так мой муж обезьяна. О, не спишь? Да. То есть у тебя нет вообще нигде ни одного волоса на теле? Нигде, только борода и усы. Эпиляция груди будет стоить от 800 до 1200 лир по акции. Сеанс делается раз в 30-45 дней. Ты что, серьезно? То есть это вот местным женщинам нравится, чтобы ты вот был полностью вот такой гладенький, как попка ребенка, младенца. Знаешь, у младенцев есть такие вот. Процедуры мы делаем не столько для женщин, сколько для себя. Это правда. Мужчины делают все ради себя, потому что они любят себя. Какие вы молодцы! Женщины тоже делают для себя, как говорят. Да, женщины для себя, эти для себя, и ходят перед друг другом хвастаются. Вот у вас это мода такая, или, ну, вот как вот ты идешь в спортзал, и тебе друг скажет: боже, какой ты волосатый, иди сходи в салон. Так и есть. Мы с друзьями еще друг другу хорошие салоны рекомендуем, делимся опытом. Будем честны, судя по тому, что большая часть мужчин предпочитает делать эпиляцию, значит, женщинам так нравится. Я лично мужу делаю лазерную эпиляцию сама.
Если так посчитать, уже не знаешь, кто в себя больше вкладывает, женщина или мужчина. А потом же ему на свидание надо, наверное, за всех заплатить. Подарок принести, цветы. Знакомство с женщиной, да, удовольствие не из дешевых. В первую встречу в 90% случаев, конечно же, платит мужчина. И на следующих свиданиях тоже. Они должны дарить подарки. Конечно же, подарки – это не так уж и обязательно, но вообще, если честно, обязательно. А если у него окажется девушка? В любом случае прекращу с ним общение, если пойму, что у него девушка. Кстати, это очень популярно, когда турки скрывают свои настоящие отношения, как романтические, так и своих жен. Они такие любвеобильные мужчины, да, и могут иметь и жену, и несколько любовниц. Вот бы можно было различать. Не ходит на эпиляцию, значит, женат. Но это все при личном знакомстве можно вычислить. А если все же интернет, то можно рассказывать все, что захочется. Мы живем в такое время, когда любой человек может написать комментарий и написать все, что угодно. И оскорбить тебя, и высказать свое мнение, и оскорбить всех твоих близких, и ничего ему за это не будет. Но не в Турции. В Турции, если ты напишешь оскорбление, то можешь оказаться даже в суде. Так что я встретилась с местным блогером поговорить о наболевшем, так сказать. Много хейта. В Турции, в принципе, очень много хейта, и люди без разбора начинают писать какие-то гадости в огромном количестве. Как правило, почему? Что люди не нравится? У меня контент весь по большей части развлекательный, но не все его понимают, не всем заходит, и прилетает много негативных комментариев. В Турции есть закон, согласно которому клевета и шантаж через соцмедиа запрещены. За просто плохие комментарии ничего не будет. Но если обвинить, оклеветать или оскорбить человека, тогда можно получить штраф. Какая прелесть. Ну ты вообще уже подавал в суд на кого-то? У тебя уже были такие разбирательства? Например, у меня недавно была такая ситуация. 2 недели без остановки в личные сообщения лился сильный хейт. Мы подали на этого человека в суд, и теперь он мне продолжает писать в личку, только умоляет меня отозвать это заявление. А что является хейтом, а что является мнением? Вот если напишут, мне вот пишут там, ты там страшная, я могу подавать на этого человека в суд или нет? Если тебя оскорбили и тебя это угнетает, то смело звонишь своему адвокату, да. О, меня очень угнетает, когда мне пишут, что ты страшная. Я прям... А вас хейтят? Я тебе скажу, что меня хейтили, но мы были в Таиланде и сделали мне обряд против хейтеров. И я тебе клянусь, как рукой сняло, и все. Кстати, кто не видел, смотрите наш выпуск в Таиланде, и все увидите, как это происходит. Но если вдруг через суд защититься от хейта не получится, я тут подсмотрела другой метод. Это древний вид спорта – пахлавани или анатолийская борьба. И этот вид спорта довольно тяжелый, причем в прямом смысле слова. Господи! Оставь. Самое тяжелое схватило. Ну, хватит. Это полностью сделано из дерева. Ручная работа с элементами узоров османского периода. Да я тебе сразу сказала, что это красиво, как раз для интерьера самое то. Но вот это тебе тогда ладно. Это для новичков. Всего 3 килограмма. Слушай, то есть идешь так ночью, да, и подходит к тебе непонятный вот этот вот кто-то, и ты ему говоришь, лучше не подходи, и все. Или так помашешь. Ну хорошо, и что делать? Я все поняла. Самое простое упражнение с булавами. Работает чисто амплитуда, когда машешь ею. Если работаете сидя, то эти упражнения будут очень полезны для вас. Смотри, надо нарисовать в воздухе круг. Контролируй булаву. Например, попробуй вот так. Да пожалуйста. Господи. Господи. Слушай, ну это же как это... Ходить в спортзал, только не со страшными этими гирями, а вот с этой красивой палкой. Это то же самое, да? Ай! Да?
Фитнес-зал и рядом не стоял. Там все делают просто, а у нас упражнения по кругу, и это подходит идеально для человеческой анатомии. Мы развиваем тело без травм и гармонично. По большей части мои ученики — это женщины. Мы проводим тренировки под музыкальное сопровождение, так что составляем отличную конкуренцию той же зумбе. Учеников у Синана хватает, около полсотни. Индивидуальные занятия стоят 1500 лир, так что зарабатывает он достаточно. Кроме того, он еще и тренер по боксу. Человек в мире, кто вот этими палками машет или нет? В Турции этот вид спорта находится под охраной ЮНЕСКО, и я в стране единственный представитель и тренер по традиционному фитнесу. И ты, наверное, сильный, можно я потрогаю тебя? Ого! О, Господи, асфальт! Асфальт, прям вы не представляете, камень! Как же такое таскать? С помощью этих упражнений вы не накачаетесь, но ваши мышцы станут очень выносливыми и функциональными. А, вот оно все к чему. Это для вас, мой маленький подарок. Вот это подарки у меня пошли в жизни, понимаете? А вот платья, сумки, вот эти сапоги нет. Я надеюсь, вы все же их для спорта будете использовать, а не для воспитания мужа. Я хочу сказать, что, знаешь, теперь со мной разговаривать будут все очень осторожно, особенно муж. Я его... В мире проводятся чемпионаты и турниры по данному виду спорта. Но есть они только в Иране и в Индии. В Турции мы только пытаемся восстановить наш спорт и развить его. Но я буду представлять Турцию на турнире в Иране. Ой, класс! Ну смотри, теперь в Турции есть только ты и я. И все. И больше никого. Ребята, эксклюзивчик, так сказать. Господи, вот чего такое не придумают, понимаешь? Вообще интересно, жутко. Ой. Мой новый знакомый мог бы давно стать успешным тренером по привычному боксу, уехать в другой город или страну, но выбирает оставаться здесь, в Алании, развивать вид спорта, который был утерян когда-то, и посвящает этому свою жизнь. Как и все те, кого я встретила в своем путешествии. Они могут жаловаться на невыносимую жару и ворчать на толпы туристов, расстраиваться, если авокадо испортился на дереве, придерживаться странных традиций или отрицать их. Но это не мешает им каждый день снова и снова выбирать Аланию для своей жизни. It's no use living if you're already dead. It's not worth saying if it's already said. Even if it all goes over your head, believe it if you want to. So keep your eyes on the road and your head in the stars. Follow it down the rabbit hole just a little while longer. You can change anything if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Sing it like ooh, if you want to. Аланья разная, но здесь есть все, что нужно для жизни. Я переехал в Аланию давно и не жалею о своем выборе. Это маленький город, но с большой душой. И душа Алании в ее людях, добрых, щедрых, отзывчивых, которые стараются наполнять каждый день каким-то смыслом, ведь жизнь на курорте не значит идеальная. Смотрите в следующей серии. Я попробую угнать пиратский корабль. Так шатается. Ай, ай, ай. Найду идеальную работу, ну, кроме ведущей. Мне тоже понравилось. Приходишь, нажимаешь на кнопочку, чай налила и... Я открою секрет, куда же делась вся рыба. Ой,